Нет ничего проще, чем играть с сильными руками. Фишки буквально сами стекаются со всего стола к вам в стэк. Остается только выбирать размер ставок, чтобы показать соперникам, сколько вы хотите у них забрать на этот раз. Совсем другое дело — игра со средней или даже вполне комфортной рукой, когда оппонент вдруг своими действиями заявляет, что у него-то что-то явно получше, и нам приходится мучительно выбирать — рискнуть и уравнять или просто выбросить карты от греха подальше. В очередном выпуске Call или Pass мы снова войдем в роль как раз таких игроков, столкнувшихся со сложным выбором. Пишите в комментариях, как бы вы поступили на месте героев. Подпишитесь на Академию Покера, чтобы первыми смотреть наши новые видео. Отправляемся в такое знакомое нам казино Хаслер. В этом заведении организаторы любят мотивировать участников к экшену с помощью дополнительных взносов. Почти всегда собираются анты от большого блайнда, а также обязательный страдл от игрока на ранней позиции. Такой же набор слепых ставок и в нашей раздаче. Итак, на кат-оффе hands с биг сликом, что в переводе со сленга значит стартер туз-король. Естественно, он радостно рейзит до $1400. На большом блайнде джанглмен Дэн Кейтс. У него одномастные туз и валет. Прекрасная рука для 3-бета, чем звездный регуляр и спешит воспользоваться. Рейс до 5000. Но вот ход возвращается к Боба, который до этого внес в банк тот самый обязательный страдл. Кажется, при таком экшене, когда у двух других участников столь мощные блокеры, у него в диапазоне остается маловато рук для продолжения банкета. Но Бобо не просто присоединяется к веселью колом. Нет, он объявляет 4-бет. Мы не знаем, что у него, но действительно выглядит монструозно. Что же делать Хэнзу? У него туз-король, но против него не один агрессор, а сразу два. И Хэнз выбирает осторожность. Ну, не нам критиковать криптомиллионера, но в теории, безусловно, это скорее ошибка. Ценность Биг Слика как раз в том, что он сильно блокирует топовые руки, карманные тузы и короли. А это значит, что у соперников остается меньше стартеров для продолжения. Именно поэтому в подобных ситуациях часто выгоднее прощупать почву 5-бетом или вовсе пойти ва-банк, генерируя чудовищные fold equity, чем сохранять диапазоны соперников некапнутыми. Впрочем, Хэнз находится в позиции к обоим конкурентам, так что ошибка слегка сглаживается. Джанглмен, оценив экшен, решает оставить соперников наедине и сбрасывает. Флоп 10-2-3. Хэнз не попадает в топ-пару, а Боба ставит, пусть и немного. Хэнз вынужден калировать с голыми оверкартами в надежде на удачный ранаут. Терн, и вот он туз. Вот теперь повеселимся, наверняка думает Хэнз. Боба ставит треть от пота. Хэнз, напомним, в позиции. Это значит, что, хотя рейс не был бы ошибкой, в нем нет смысла. Действительно, охота за value здесь и сейчас просто заставит соперника выбросить все блефы. Лучше дать тому и дальше гнуть свою агрессивную линию. Кол, ривер, король. Отлично, допер. Но есть загвоздка. Он заодно закрывает возможные флеши, причем у Хэнза нет карты в масть, чтобы использовать ее как блокер. Но что еще хуже? Боба и не думает притормаживать, и на этот раз он ставит плотно. 85% от банка. Итак, call или pass? Пишите варианты, в идеале с объяснением мнения. Кстати, на канале вас ждет интереснейший выпуск, посвященный топ-колам на ривере. Смотрите это видео следующим. О чем стоит думать Хэнзу? Так это о диапазоне соперника. Итак, он не побоялся сделать 4-бет в холодную на страдле, а затем трижды отбаррелил его на постфлопе. Вероятно, в концовке он изображает флэш? Возможно. Но на столе трифовые туз и король, что исключает руки с ними у Бобо. Конечно, на value у того остаются карманные тузы и короли, но их сильно блочит сам Хэнз. Итак, если мы рассматриваем флеши, то там остаются спорные дама-валет, то есть Royal Flash. Другие комбинации представляются с трудом. Что насчет стритов? Те же дама-валет, но уже не обязательно одномастные. Их формально аж 16 вариантов, но неужели Бобо способен 4-бетить в холодную с такими руками? В общем, при логичных рассуждениях рассматривать фолд совсем неприятно. И все-таки Хэнз фолдит старший допер. И это ужасная игра, глупейшая ошибка, но она сохраняет ему $75 тысяч. Бобо действительно сделал безумный 4-бет с разномастными дамой и валетом. Не менее ужасная игра.
Итого имеем два отвратительных по качеству розыгрыша, в которых один получил Runner Street, а второй сохранил деньги после нелепого фолда. Еще одно подтверждение, что результат одной раздачи не значит ровным счетом ничего. Итак, снова Хаслер. На ранней позиции открывается Лэмбо Тайлер с неизвестной рукой. На кат-оффе коллирует Биг Майк с разномастными валетом и десяткой, а на большом блайнде Ник Эйрбол с разномастными 9-8. Борт прекрасно подходит при флоп-агрессору. Сразу две высокие бродвейные карты. Тем не менее, один из коллеров также не совсем пуст. Если у Эйрбола по сути ничего, то у Биг Майка гадшот. Это значит, что как минимум на одной улице ему стоит продолжать. Лэмбо ставит $1000, и Биг Майк тут же уравнивает, а Эйрбол оставляет соперников наедине. На терне еще одна дама, то есть гадшот не закрылся. Наверное, придется сдаться. Но Тайлер вдруг отказывается от конт-бета. Что ж, у Биг Майка в диапазоне есть руки с дамой, которых, похоже, испугался соперник. Майк решается на блефовый лид-бет в полпота. Логично и правильно. Гадшот — достойная рука для полублефа. Но оппонент уравнивает. И вот оно счастье. На ривере выходит король. Один из 4 аутов, дающих Майку стрит. Вот теперь поиграем, думает он и ждет, что предпримет соперник. Очевидно, Майк совсем не заинтересован в том, чтобы противник просто сдался. Ему хочется, чтобы он отдал ему хотя бы какую-то часть своих фишек. Но Тайлер снова чекает. Что же, придется ставить самому. Майк делает ставку размером почти в банк, вероятно, приговаривая про себя: «Ну же, оплати, пожалуйста». Но Лэмбо, немного подумав, вдруг объявляет all-in. Итак, что же делать Майку? Кол или пас? Вы только посмотрите на то, как реагирует Майк. Его слегка передергивает. Он явно не ожидал такого развития событий. Он тут же перепроверяет карты, чтобы убедиться, что действительно собрал стрит. Но можно ли вообще задуматься о том, чтобы выбросить такую сильную комбинацию? Это зависит от того, каким он видит диапазон соперника. Бет, чек-колл, чек-рейс. Странная линия, похожая либо на глупость, либо на слоуплей натса. К чему сильнее склонен Лэмбо? Вот вопрос. Сомнительно, что об этом игроке у регуляров Хаслер много информации. Он появился за столами казино не так давно. И все же, есть ли у него руки, которые он мог переоценить? Возможно, туз-король? Тогда чек-рейс выглядит глупо. Даже с трипсом такая линия выглядит нелепо. А вот заслоуплейный натс, вроде карманных тузов и тузов с дамой, вполне уместен. Причина в том, что эти руки сильно блокируют Майку диапазон продолжения. То есть у Тайлера действительно не было смысла ставить самому ни на терне, ни на ривере. В таком случае это очень хороший розыгрыш и проявление недюжинного терпения и самообладания. Реализовать такую ловушку, когда хочется побыстрее выставиться all-in, не так просто. Майк не сумел сдержать любопытство и уравнял. Так и есть. Тайлер слоуплеил туза с дамой, full house, а с учетом капнутого диапазона Майка на префлопе, первый из возможных натсов. Браво, Лэмбо! Ну а Майку стоит больше доверять чек-рейзам в ситуациях, когда практически невозможно придумать руку слабее своей собственной. Проверь свой уровень игры в покер. Получай новый контент раньше всех. Уникальные бонусы для покеристов. Все это в нашем телеграм-боте. Также ты сможешь записаться на пробное занятие в Академию покера и достичь результатов, как наши ученики. Ссылка на бота уже в комментариях под видео. Следующий розыгрыш. На лоу-джеке открывается Деннис с разномастными 6-5. Да, что тут сказать. Спасибо, что не 7-2. На баттоне Лэмбо с карманными восьмерками. Конечно, неплохо бы с ними 3-бетнуть, но он выбирает кол. Для Хаслера это нормально, не будем осуждать. Может, эта раздача откроет таки нам, кто такой этот мистер Тайлер. Слоуплеить нации трудно чисто психологически, но побеждать с ними умеет каждый. А вот со средними руками приходится думать. На ранней позиции Марианна. Что? Ранняя позиция? У нас тут уже баттон заколировал, а блайнды сбросили какая еще ранее. Все дело в страдле, который за данным столом является обязательной ставкой. Поэтому ход и вернулся к Марианна, который объявляет сквиз с неизвестной рукой. Дэнни сбрасывает свой мусор, но Тайлер предсказуемо коллирует восьмерки. Это понятно, карманная пара сама по себе имеет неплохой потенциал, а диапазон страдла смотрится все же не столь сильным, даже после сквиза, если сравнивать его с обычным трибетом на блайндах. Естественно, когда мы говорим о рейзе от агрессивного соперника вроде Марианна. Итак, на доске дама, но другие руки достоинством ниже восьмерок Лэмбо. Марианна ставит 2/3, крупно, неприятный сайзинг. Вроде бы и нельзя выбросить вторую пару, но размер Тайлер все же находит в себе смелость уравнять. Терн, король.
А это уже вторая оверкарта, и это максимально неприятно. Половина спектра префлоп агрессора так или иначе крутится возле этих номиналов – короля и дамы. Это не говоря о карманных тузах. Снова ставка в 2/3 от пота. Ну что, сдаемся? Кол или пас? Постойте, это еще не тот самый вопрос, хотя и здесь он был бы уместен. 2 оверкарты на доске. Лэмбо, какие рассуждения? Неужели ты настолько недоверчив? Настолько, отвечает Тайлер и калирует. Ну, давайте выводы оставим на потом. Ривер, десятка. Еще одна оверкарта, которая заодно закрывает стриты через туз-валет. А Марианна и не думает останавливаться. Бет в $83 000, полпота. А вот теперь кол или пас? Проблема в том, что полпота — это уже не 2/3. Нам нужно защищать больше рук, чем при крупной ставке. Но выходит ли восьмерки в число этих самых рук для защиты? Одно дело, если бы соперник хотя бы на одном этапе раздачи заставил усомниться в логике своей линии. Но Марианна абсолютно последователен, демонстрируя силу 3 баррелями. Естественно, фолдить нужно было еще на терне, но даже если мы допустим такую грубую ошибку на терне, это не повод впустую дарить деньги сопернику на ривере. Хотя бы здесь сбрось. Тайлер, не нужно усугублять ситуацию. Но нет, Лэмбо зачем-то калирует. Что же, Хирокол ценой $83 000, а в сумме забравший куда больше. Марианна показывает тузы. Прекрасный розыгрыш. 2 крупных барреля на вэлью и тонкий добор на опасно скоординированном ривере. Ну а Тайлер, увы, это не новая звезда казино Хаслер, а отчаянный телефон-любитель, способный сам себя загнать в максимально сложный спот и подарить оппоненту деньги на ровном месте. Ну и еще одна короткая раздача в качестве бонуса. Снова казино Хаслер, но состав не совсем обычный. За столом Кристен Фоксен. Что? Да, Кристен Фоксен – самая успешная женщина в покере и профессионал МТТ. Но что она забыла за кэш-столом? Ее пригласили организаторы. Очевидно, так они решили привлечь побольше зрителей. Итак, раздача. Кажется, все просто. Кристен открывается на лоу-джеке с одномастными тузом и двойкой. На баттоне Ник Эйрбол с неизвестной рукой объявляет 3-бет. Но Кристен не из пугливых девушек. Она делает 4-бет. Эффективные стеки становятся равны $93 000. Столько в запасе у канадки. У Ника больше миллиона, к слову. Ник просит пересчитать фишки Кристен и переставляет еще в 2,5 раза. До 28 000. Итак, кол или пас? Пишите. Да ладно, шутка. Естественно, напрашивается пас, ведь тут у нас соперник демонстрирует что-то очень сильное. Но вот вам немного предыстории. За день до игры Эйрбол, узнав об участии Фоксен, написал в одной из соцсетей, что турнирные игроки – ничтожество в кэше, и что для него они легкие деньги. Пост прочитал Чен Скорнут и решил потроллить коллегу, заявив, что готов поставить $10 000 на то, что лисичка выиграет больше, чем сам Ник. Тот не сразу, но согласился на пари. Данная раздача происходит в середине сессии, и на момент ее начала Кристен в небольшом плюсе, а Ник в минусе почти на $100 000. Стоит ли говорить, что Эйрбол слегка не в настроении? Ведь он не просто проигрывает 10 000 в пари. Он выставляет себя балаболом, неспособным подтвердить слова делом. А это при раздутом эго американца существенный фактор. А кто такая госпожа Фоксен? Во-первых, это сильная покеристка с мощной стратегией в МТТ. Во-вторых, начинала она как раз с кэша и добилась статуса супернова элит в Poker Stars. И это способно многое сказать старожилам индустрии. В-третьих, у девушки за плечами огромнейший опыт живых соревнований, в которых она много раз демонстрировала проницательность и умение считывать даже малейшие эмоции соперников. В общем, Ник, ты уверен, что действительно хочешь тягаться с Кристен? Ни кол, ни пас. Девушка без раздумий запихивает весь стек в all-in с тузом и двойкой. Это даже не ГТО, это самый настоящий уличный кунг-фу покер. Эйрболу ничего не остается, кроме как поджать хвост и сбросить.
Король 5 разной масти. Очевидно, Фоксен прекрасно понимала, чего ждать от оскорбленного эго соперника, и прекрасно сумела воспользоваться его потерянным психологическим равновесием. Отличный способ не просто поставить на место словоохотливого оппонента, но и отстоять честь всех регуляров МТТ. Обязательно смотрите прошлый выпуск «Кол или пас». Сможете прочитать оппонентов в этих раздачах. Ставьте лайк, если видео вам понравилось. Пока!